Здравствуйте, друзья и все, кто посетил мой канал. На днях я впервые была в Праге и решила поделиться с вами своими новыми знаниями об этой стране. Это важная информация для комфортного путешествия в Прагу. Прага очень красивый город. Здесь есть что посмотреть. Большая часть зданий в городе старинные и очень красивые. И очень много мостов через реку. И они тоже в основном старые. Но мое видео будет не об этом, а о том, как перемещаться по городу без проблем и очень дешево, какое жилье лучше снимать, какие цены в ресторанах, в кафе и магазинах и многое другое, что очень важно знать при первом посещении этой страны. Я была в Праге в конце июня, и днем погода была жаркая. В среднем 26-27 градусов Цельсия. А уже вечером всегда было прохладно. Иногда температура опускалась до 11-12 градусов. Поэтому приходилось носить с собой что-то теплое, если уходили надолго. Улицы в Праге почти во всем городе не асфальтированные, а выложены камнями. Улицы тоже старинные, поэтому для ходьбы по этим улицам необходима удобная обувь. На каблуках ходить совсем невозможно. Берите с собой удобную обувь с хорошей нескользкой подошвой, потому что иногда некоторые камни скользкие и неровные, а вести чемодан по таким улочкам и вообще очень трудно. Мы арендовали апартамент через Booking. Все в апартаменте было достаточно хорошо, но все равно сейчас мы бы выбрали немного другой апартамент. Потому что, когда выбирали, я основывалась на болгарском опыте, но в Чехии многое иначе. И это меня удивило. Несмотря на то, что летом днем в Праге достаточно жарко, кондиционеров в городе нет совсем. Я не видела ни одного. А наш апартамент был на последнем этаже, и было очень жарко. Но не это меня больше всего удивило, а то, что на окнах в городе совсем нет сеток. Комаров, правда, в комнате не было, а вот мухи и мошки залетали. Но сделать с этим мы ничего не могли, потому что окна постоянно были открыты, и все равно было жарко. Почему не было комаров, я не знаю. Может, потому что мы жили высоко. И это хорошо, что был лифт. Как я уже говорила, большинство зданий в городе очень старые. И лифтов в домах, конечно, нет. Но в некоторых зданиях лифты пристроены прямо на улице. Вот так было и в этом доме, где мы жили. Но большинство домов без лифтов. Имейте это в виду. Мы с сестрой ехали в Прагу из разных стран и в разное время. И она из аэропорта ехала до квартиры на такси, а я на общественном транспорте. За такси она заплатила 27 евро и ехала целый час. А я ехала сначала на автобусе из аэропорта, а потом на метро. И потом немного еще прошла пешком. И у меня на дорогу тоже ушел 1 час. А заплатила я всего 2 евро с небольшим. В чешской валюте это 60 крон. 40 за себя и 20 за чемодан. Я купила билеты в автомате прямо на автобусной остановке на выходе из аэропорта. Но для этого, чтобы купить билет в таких автоматах, нужно обязательно чешские монеты. Бумажные купюры не получится использовать, только монеты. Проезд в общественном транспорте стоит в зависимости от времени в пути. Можно купить на полчаса, это стоит 30 крон, на 90 минут это 40 крон, на 24 часа это 120 крон. И отсчет времени начинается тогда, когда вы свой билет прокомпасируете уже в самом автобусе, в трамвае или в метро перед входом на платформу. Компостер выглядит вот так. Вот такой он желтенький. Вы засовываете билет в отверстие, и на билете появляется дата и время. И с этим билетом вы можете ехать
и на автобусе, и на метро, и на трамвае, выходить из транспорта и заходить снова. Второй раз уже компенсировать не надо. Главное, чтобы не закончилось время, которое вы оплатили, потому что проверить ваш билет могут в любое время. И в самом автобусе, и в вагоне метро, или на выходе из метро. И если ваше время уже закончилось, а вы все еще в метро или в автобусе, то вас оштрафуют. Какой именно штраф, я не знаю, но не маленький. Если ваш билет не прокомпенсирован вообще, то тоже оштрафуют. Если чешских монет у вас с собой нет, но есть банковская карта, то билет можно купить в самом автобусе или в трамвае, в специальном автомате оранжевого цвета. Он не желтого, как компостер, а оранжевый. А если у вас только бумажные кроны, то можно купить билет у водителя автобуса. Но сама я так не делала, поэтому точно не скажу. Разговаривать в Праге не очень сложно. Многие пожилые люди понимают и говорят немного на русском. Более молодое поколение знают английский, почти все. Цены в ресторанах и в магазинах немного выше, чем в Болгарии. Ресторанов в городе очень много. Но не могу сказать, что мы были в восторге от кухни. Во многих заведениях ассортимент блюд очень небольшой. В основном все сидят и просто пьют пиво. Поэтому мы стали готовить сами в квартире. А покупать продукты в супермаркете Lidl. В обычных маленьких магазинах цены намного выше, чем в Лидле. Но в ресторанах мы тоже были. Один раз зашли, посмотрели меню, нам не понравилось. В другой раз что-то взяли. Так, средненько было. Но в одном ресторане мне понравилась еда. Хотя цены были у них не низкие. У них в основном были морепродукты. И что самое интересное было для меня, это устрицы. Я их раньше никогда не пробовала. И мне было интересно их попробовать. Не могу сказать, что я была в восторге, но зато теперь я знаю, что они из себя представляют и какой у них вкус. Но где бы вы ни пробовали устрицы, не забывайте, что они живые и необработанные, и на них могут быть какие-то страшные микробы, которые очень опасны. Поэтому их надо обязательно поливать лимонным соком. Сок убивает эти бактерии. И есть аккуратно вилочкой, а не брать эту раковину руками и облизывать ее. Это очень опасно. Потому что в основном эти бактерии бывают именно на самих раковинах. Это, конечно, бывает очень редко, но бывает. А еще мы с сестрой покатались на теплоходе. На реке почти у каждого моста есть причалы для разных теплоходов и лодок. Но билеты мы взяли не видя своего теплохода, и в итоге на нем нам не понравилось. Он был очень большой, двухэтажный, и первый этаж был за стеклянными окнами, а второй этаж без какого-либо навеса. И сидеть приходилось прямо на солнце. В итоге мы сидели на ступеньках под навесом, потому что ни на солнце, ни за стеклом находиться не хотелось. Но теплоходы очень разные, и даже маленькие лодки мне понравились бы, наверное, намного больше. Да и цены на маленьких лодках ниже. Так что не берите билеты, не поняв, на чем вам плыть. Но, несмотря на небольшие минусы, мне город очень понравился. И я очень рада, что там побывала. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.